Любовь или просто роман? Что же произойдет? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который верит в судьбу, который очень часто, может быть, даже замечали, вот вы, что в вашей жизни происходили какие-то невероятные судьбоносные вещи, судьбоносные встречи, какие-то случаи, где вы, очень четко на себе чувствовали помощь и высших сил. Как-то вот вы оказывались в нужное время в нужном месте, да, то есть такое совершенно невероятное происходило. Возможно, вы выглядите даже чуть моложе, чем вы есть, да, моложе своего возраста, либо же вы стараетесь как-то, за собой следить, да, и потому это исключительно ваша заслуга. Я не скажу, что вот на данном этапе вы очень сильно суетитесь. Вот как-то жизнь идет более ровно, более спокойно. Те переживания, которые были раньше в вашей жизни, они немножко остались позади, и вы стараетесь уже, как бодрячком так держаться, стараетесь и работать над собой, и стараетесь как-то, может быть, и самоанализом заниматься, и делать работу над ошибками. Поэтому вы уже все разобрали, в принципе, по полочкам, то, что нужно было. И теперь вы угомонились, успокоились, потому что раньше вас периодами, могло накрывать, да. Причем это касается, скорее всего, личной жизни, касается женщины, которую вы любили, может быть, до сих пор любите. Поэтому вот как-то ваши эмоции поулеглись. То есть вы смогли сами с собой договориться, если можно это так назвать, да. Вы не из тех людей, которые будут, я не знаю, там рвать и метать, только вот четко идти к своей цели, всем врагам назло, да. Вот вы как-то, если идете к своей цели, то идете не спеша. Вот оно как идет, так и идет. Да, у вас есть какие-то планы, у вас есть какие-то задумки, может быть. Но вы потихонечку, полигонечку, в меру своих сил, да, потому что у кого-то силы, энергии побольше, у кого-то поменьше. Вот вы движетесь, вы вообще, может быть, даже с возрастом, либо же последнее время становитесь более медлительный, более спокойный такой. Это опять-таки может быть связано и с вашей такой внутренней работой. Давайте-ка сейчас сделаем маленький опрос, как всегда. Напишите в комментариях, вы стали последнее время более спокойный, либо же все равно в душе страсти кипят. Поскольку у нас общий расклад, давайте-ка посмотрим, кого среди вас больше: спокойных, таких флегматиков, меланхоликов, либо же, такие вы живчики, да, у которых все в руках горит. Давайте-ка напишите, ребят, вы спокойный или же неспокойный, да? Как вы это понимаете? За женщинами вы точно бегать не будете. Почему-то мне хочется сказать сейчас, что вы уже отбегали свое. Но в каком плане? Не в том, что вы уже все поставили крест. Нет, крест вы не поставили ни на бобике, ни на женщинах, ни на чем. Просто, была такая история в вашей жизни. Опять-таки, почему-то сегодня сигнификация, очень много мне идет информации именно по поводу личной жизни. Поэтому свое вы отбегали когда-то, отбегали за женщиной, которая, впоследствии причинила боль. Поэтому вы не хотите уже ни за кем бегать, вы отпустили все ситуации, отпустили все, что только можно, да, и полагаетесь исключительно на судьбу. У кого-то из вас сейчас может проиграться, что, кстати, сердечко у вас уже немножко начинает ёкать. В каком плане? Это может быть новая любовь, новый роман, новые отношения. У кого-то, может быть, новая любовница проиграется. Но о чем это говорит? Даже если у вас сейчас есть женщина, пусть даже это будет недавнее такое знакомство,
то, в принципе, сердечко начинает трепетать, вы начинаете понимать, что, ну, либо же влюбились, вас все тянет к ней все больше, вы думаете о ней все больше и так далее. Также может еще проиграться, знаете, какой момент? Сейчас я уточню. Может проиграться женщина, ну, с которой вы были либо в отношениях, либо же эта семья была, которая ушла на небеса. То есть среди вас есть вдовцы, но вы продолжаете любить эту женщину. Вы не можете ее отпустить, хоть она уже, к сожалению, не с вами. Итак, давайте-ка, мои хорошие, разбираться, что же вас ждет, любовь или просто роман. Мне прям самой интересно. Так, ну вы такой, знаете, вот вы человек насколько эмоциональный, что вот если вы влюбитесь, это я сейчас к слову просто, ну вас эмоции будут, ох, как переполнять, ох, как будут вас переполнять эмоции. Смотрите, в вашей жизни появится человечек, это будет женщина, которая вас будет с одной стороны и манить, а с другой стороны вы будете, ну, немножечко так на стреме, что ли, стоять, да, как ежик иголки выпускать. Женщина будет, ну, такая сказочно-загадочная, будет что-то в ней манящее. Будет история про то, что вот она какая-то, ну вот я не знаю, она не похожа на всех. Я вот пытаюсь уловить информацию, чтобы просто вам простым таким языком пояснить то, что вижу. Что-то в ней, я не говорю, что это будет инопланетянка, с Альфа-Центавр нет, ребята, не падайте в обморок. Но какая-то она будет вот, ну, обычно говорят о женщинах такой неземной красоты. Я не скажу, что она будет прям неземной красоты, супер красавица и мир вселенная. Но что-то будет действительно в ней во внешности, вот именно, ну, такое невероятно цепляющее. Вы можете даже, я думаю, когда вы увидите эту женщину, вы точно ее отметите для себя, потому что, ну, что-то такое маняще цепляющее. Вот она как магнитом тянет вообще по жизни, тянет мужчин. Давайте уточним, с чем это связано. Почему-то больше всего к ней тянутся мужчины, которые свободные. Ну вот как-то так по жизни повелось, и вы будете не исключением. Я склоняюсь к тому все-таки, что у нее какая-то особая энергетика. Дело даже не во внешности. Будет какая-то такая сумасшедшая притягательность, что вы сами порой будете себя бояться. Причем те из вас, которые могут даже грозно выглядеть, неважно, пусть вы там 2 метра роста, косая сажень в плечах, пусть вы там на мерседесах ездите, на чем угодно, вы сами испугаетесь своих ощущений, да, потому что будет, ну, какой-то такой диссонанс, непонятки, что такое происходит, и тянет, и мне страшно, да, поэтому будьте готовы к таким внутренним колебаниям. Женщина будет моложе вас, женщина стройная, женщина, которая, вот она, знаете, она может просто посмотреть на мужчину, но это будет такой взгляд, от которого мурашки бегут по коже. Некоторые мужчины могут возбуждаться от такого взгляда. Некоторые мужчины могут краснеть, робеть. Но вот что-то в ней, в ее энергетике, ну такое цепляющее будет. Вы можете даже в первый раз почувствовать такие ощущения. Возможно, вы либо никогда не чувствовали, вот именно на физическом даже уровне такие ощущения, либо же у кого-то, может быть, давно они были. Конечно же, она будет у вас вызывать сумасшедшую страсть. Ну, как вы уже понимаете, ну такая женщина, которая безумно манящая, эта женщина, ну, не может оставить равнодушным мужчин. И вы будете не исключением.
Давайте-ка посмотрим, уточним, вернее, да, что же у вас с ней может произойти. И все-таки любовь это будет или просто роман. Но опять-таки, чуть ли не в каждом раскладе мне показано, что вы, мальчишки, ужасно боитесь разбитого сердца. Сердце она вам точно не разобьет, но любовницей может быть. Смотрите. Страх идет, страх сумасшедший у кого-то из вас, я бы сказала, ну так, единицы, почему-то вот точечно мне идет, это не в своей массе, те, кто меня смотрит, единицы очень боятся, да, остаться с разбитым сердцем и в одиночестве. Вот глядя на эту женщину, вы будете с одной стороны с ума сходить по ней, тяга будет ужасная, с другой стороны вас будет накрывать, вы можете отдаляться, даже, может быть, захотите с ней какой-то период побыть на расстоянии. Смотрите, еще такой момент. Ну, то, что вы влюбитесь, это однозначно. Будете какой-то период скрывать эти чувства. Может быть, даже друзьям, приятелям вы никому не будете, ну, первое время рассказывать, что с вами происходит. Кто-то может думать, что она, может быть, вас приворожила, околдовала. Ну, то есть мысли у вас всякие будут, разные мысли будут посещать. Поэтому сначала вы будете держать это в себе, но все-таки вы не удержите, ребят. Вот вы не удержите, как бы вы ни хотели, да, свои страсти, эмоции вы не сможете долго держать в узде, если можно это так назвать. Итак, что будет? Смотрите. Мне показано, что, поскольку это общий расклад, да, говорю по-разному, как это может случиться. Те из вас, которые не рассчитывают быть в отношениях, вы можете с ней пороманить. Но, опять же, здесь будет такая засада, ребят, что вы просто в нее тоже влюбитесь. Вот эта женщина, которая вызывает любовь, вот это не объяснить, это настолько на тонком энергетическом уровне. Вот какая-то волшебница, чародейка, я не знаю, как ее даже назвать. То есть в нее влюбятся все, в нее влюбляются все, но она, как серьезная дамочка, она предпочтение отдает только тому человеку, которому лежит душа. То есть она, опять же, откликнется на вас, да, вот у вас идет с ней любовная история. Она никогда не будет просто развлекаться, она никогда не пойдет в отношения, тем более в романы с мужчиной, который ей не интересен. Как минимум должна быть какая-то симпатия. Поэтому, ребят, неважно, серьезные у вас намерения, несерьезные, ну, влюбитесь вы. Вот будет что-то в ней такое манящее, цепляющее, таинственное. Причем женщина, с которой вам будет вообще все равно, где вы, как вы, что вы с ней будете. Главное только бы вот видеть ее, слышать ее. Это такое какое-то наваждение поначалу будет. А почему оно будет для вас пугающее? Но это на самом деле это абсолютно не страшно. Просто может быть страшновато тем, которые никогда не испытывали вот этих вот бабочек в животе, которые... может быть, вообще по-настоящему не любили. Очень часто люди думают, что любили, хотя на самом деле это была когда-то страсть, может быть, влюбленность, и люди часто ее путают. Поэтому, мои хорошие, боже, как вы ее будете ревновать, вы настолько будете горой стоять за нее, вы будете готовы ее... Ну, понятно, что в клетке вы ее не закроете, но вы будете больше спокойны, когда она либо же с вами, либо же она сидит дома. Только чтобы ее никто не увел. Это будет такая история сумасшедшей любви, о которой, ну, я не знаю, наверное, нужно книжки писать, фильмы снимать. Будете стараться вкладываться в эту женщину, потому что, опять-таки, да, вы сами это прекрасно все знаете. Когда мужчина любит, когда даже влюблен, вам хочется чем-то порадовать женщину. Вам захочется, причем даже тем, у кого небольшая зарплата. Понятно, что у всех у вас разные зарплаты, разные доходы, у кого-то пенсия может быть. Вам захочется все равно в меру своих возможностей ее как-то побаловать. И вам будет все равно, да, сколько у вас денег. Вот у вас будет порыв. Вы для себя решите, вот когда вы пройдете уже все эти страхи, сомнения,
Вы настолько четко будете понимать, вот внутренне понимать, даже чувствовать, что вы готовы держать и не отпускать эту женщину. Она вам даст такое, знаете, супер ощущение какой-то такой вселенской гармонии и, может быть, даже, как это не звучит странно, но это будет ощущение вот счастья. Ну, я обычно сравниваю, чтобы вот вам было понятно, это ощущение, когда, ну, действительно, тебе классно с человеком в любом состоянии, где бы ты ни был. Человечек рядом с тобой в комнате находится, пусть она даже своим чем-то занимается, ты уже кайфуешь, она рядом. Ты просто держишь за руку, ты уже кайфуешь, она рядом, да, я уже не говорю про обнимашки, целовашки. То есть с ней вы обретете такое потрясающее ощущение вселенского счастья. Это нельзя просто вот описать словами, я пытаюсь по-простому это сделать, но это нужно прочувствовать. Те, кто уже ощущал когда-то, ну, кекс будет потрясающий. И смотрите, ребят, здесь опять-таки выпадает карта брака. Может даже быть у кого-то и венчание. Это абсолютные перемены в вашей жизни. А какой жаркий интим будет? Причем по тузу жезлов, кто знает хоть немножечко Таро, это показана ваша мужская сила. Поэтому никакие бобики не сдохли, даже не думайте. Я это очень часто говорю в своих раскладах. Просто пока не появилась женщина, которая разбудит, расшевелит вашу собачку, понимаете? Поэтому будет много кекса, будет жаркий кекс, будет очень такой зажигательный кекс. И знаете, вы вот хочется, как в рекламе когда-то, да, было про Рафаэла, по-моему. Испытаете незабываемые ощущения с этой женщиной во всех смыслах этого слова. Знаете, с одной стороны, я рада мальчишке, но с другой стороны, главное, чтобы вы прошли этот этап сомнений. Очень часто, кто меня смотрит, выпадает сомнения, да, вот потому что вас уже обижали, вам уже делали больно. Но когда появляется на горизонте новая женщина, в которую можно влюбиться, в которую вы уже чувствуете, что все уже все трепещет внутри, и бабочки в животе порхают, вас начинает это пугать, просто потому что страшно ошибиться, да? Страшно влюбиться и снова получить удар. Поэтому, мои хорошие, все женщины разные, не заморачивайтесь. Прошлое мы быстренько перелистываем, настроен на позитив. Вы у меня сильные мальчишки. И в конце концов, мне нужно вас всех удачно переженить. Не забывайте об этом. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!